Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать спицами вот такие слитки. Видите, они с листиками. Скажу, на что обратить внимание. Вот обвязала я полым шнуром. Покажу, как обвязывать полым шнуром. И кое-какие моменты я подскажу по поводу боковых листьев. И еще что. Вязать мы будем, опять же, по таблице, по которой мы ранее делали расчеты. Но один нюанс. Меня попросили рассказать, как вязать по этой таблице, если плотность вязания не совпадает ни с одной из этих таблиц. Допустим, если плотность вязания 15 петель в 10 сантиметрах, у нас же этого нету. Видите, 30, 22, 20. Бывает, что плотность вязания 24 петли в 10 сантиметрах. Там сколько еще? Так, 19 или 18 петель в 10 сантиметрах. Вот. И я вам расскажу, как можно рассчитать, пользуясь именно этой таблицей. Для начала вяжем образец платочной вязкой и замеряем, сколько петель у нас в 10 сантиметрах. Вот, у меня в 10 сантиметрах 23 петли. Значит, 23 петли это 10 сантиметров. Теперь берем нашу таблицу и смотрим, какие параметры близко подходят к нашим данным. Вот у нас есть 22 петли, 30 петель в 10 сантиметрах и есть еще 20 петель. Значит, нам подходит вот эта таблица. Значит, здесь в 10 сантиметрах 22 петли. Вязать я буду на 36 размер. Берем вот эту строку. 48 петель число наборного ряда. Значит, 48 петель должно набираться по окружности. Теперь составляем пропорцию. 22 петли в 10 сантиметрах и число петель наборного ряда 48. А у нас 23 петли в 10 сантиметрах. Это будет Х. Находим количество петель, которые нам нужно набрать. 23 умножаем на 48 и делим на 22. Получаем 50 и 18 сотых. Значит, это количество петель мы должны набрать вот сюда по кругу. Значит, вот, допустим, мы вяжем на 4 спицах. Вот
Сюда должно быть набрано это количество петель. Округляем до 50. Эти 50 петель мы должны раскидать на 4 спицы, то есть на круговую. Получается таким образом. На пятку 12 петель. Вот сюда на пятку. И остальные петли на 3 спицы. То есть вот на эту часть, на 3 спицы у нас должно быть 38 петель. Но для нашего вязания должно быть нечетное количество. Поэтому мы либо к 38 прибавляем 1 петлю, либо убавляем. Я буду прибавлять. Вот на 39 петлях я и буду работать. Получается, что на эти спицы остается у нас 13 петель. На эту спицу 13. И на эту спицу тоже 13 петель. Дальше я вам буду показывать, и вы все поймете. Тут расчет совсем несложный. Удобным для вас методом набираем на дополнительную нитку количество петель с 3 спиц. В данном случае у меня их 39. Нитку возьмите, которая вам не нужна, чтобы ее потом не жалко было выкинуть. Итак, набираем то количество петель, которые вы высчитали. Я буду набирать 39. После того, как я набрала 39 петель, спицу вытаскиваем и вяжем подготовительный ряд. Мы его за ряд считать не будем. Вяжем лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это мы провязали петли одной спицы. Поставьте сюда маркер. Можно навесить вот такой. Я, как всегда, пользуюсь маркерами вот от трубочек для коктейлей. Дальше вяжем опять лицевыми петлями. Но с левой стороны тоже оставляем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. И вот сюда тоже поставьте маркер. Но ставьте того же цвета, который и с этой стороны. Один с этой стороны 13 петель, это такого цвета маркер. И с этой стороны тоже такого же цвета. Один, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вот у меня осталось 13 петель. Сюда я ставлю точно такого же цвета. И дальше провязываем все петли лицевыми. И вот теперь у нас начнется отсчет рядов. Мы начнем с вами вязать первый ряд. И это у нас будет лицевая сторона. Значит, первый ряд вяжем. Петлю снимаем. Снимайте так, чтобы не перекрутилось. Провязываем 13 петель этих. Это у нас будет постоянная величина. Значит, вот эти 13 петель с одной стороны и с другой величина постоянная. Вот их провязываем до маркера. Маркер переснимаем. Далее, смотрите. Вот есть петли клина, подъема стопы. Они есть во всех таблицах. Вот нам нужно высчитать, сколько петель клина подъема стопы. Для чего это нужно? Чтобы вот в этой части не стягивало. Вот сюда клин вставляется. Поскольку мы работали с таблицей, где 22 петли, значит, по этой таблице и берем. Смотрим. Значит, 22 петлям в 10 сантиметрах соответствует 8 петель клина подъема. А у нас 23 петли в 10 сантиметрах. Вот нам нужно узнать, сколько петель клина подъема. 23 умножаем на 8 и делим на 22. И получаем 8,36. То есть то же самое 8 петель клина подъема. Вот теперь нам надо их вывязывать. Причем эти 8 петель клина, они делятся на 2. То есть на уменьшение. Вот здесь мы будем уменьшать, а здесь будем вот здесь увеличивать, а здесь уменьшать. После того, как провязали 13 петель одной спицы, ставим маркер и с протяжки вывязываем одну петлю клина. И нам в центре нужно 1, 2, 3, 4, вот 5 петель оставить на узор. Значит, мы должны еще провязать 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь ставим маркер другого цвета. Вяжем накид, лицевая, накид, изнаночная. Это раппорт первого ряда. Накид, лицевая,
накид, изнаночная. Накид, лицевая, накид. Изнаночную мы здесь не вяжем, но маркер поставим. И остаются у нас тоже 4 петли. 1, 2, 3, 4. И одну петлю добавляем из протяжки, петлю клина, лицевой скрещенной. Затем провязываем остальные 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И последняя 13. Кромочную провязываете так, как вы умеете, но чтобы петля не перекрутилась. Провязали мы первый ряд. Но нам нужно еще узнать, сколько рядов нам провязать в высоту, то есть вот это расстояние. Опять обращаемся к нашей таблице. Смотрим. Вот по этой таблице мы делали расчет. Высота стенки пятки в рядах 22. Значит, пишем 22. Это 22 ряда. А у нас 23 петли в 10 сантиметрах. Находим, сколько нам нужно провязать в высоту рядов. Значит, мы 23 умножаем на 22 и делим на эти 22. И получаем 23 ряда. Вот и все расчеты. То есть высоту мы должны провязать 23 ряда. Вот из этих 23 рядов и нам и нужно исходить для того, чтобы связать рисунок, чтобы он вошел в эти 23 ряда. Вяжем второй ряд. Петлю снимаем, вяжем лицевыми, то есть платочной вязкой. Маркер переснимаем. Далее вяжем тоже платочной вязкой. Маркер снимаем. А здесь уже вяжем. Накиды провязываем изнаночной петлей. Далее у нас изнаночная, накид, изнаночный. Маркер переснимаем. Далее у нас идет лицевая петля. То есть вяжем по рисунку, накиды провязываем изнанкой. Накид изнанкой. Следующая изнаночная и еще одна изнаночная. Затем лицевая, накид изнаночный, следующая изнаночный, накид изнаночный. Маркер переснимаем. Когда маркер желтый пересняли, или какой у вас цвет будет, далее идут опять лицевые петли, то есть платочная вязка.
Это петли до рисунка и после рисунка. А здесь боковые петли боковой спицы. Тоже лицевыми. Закончили мы второй ряд и переходим к третьему. Вяжем третий ряд. Одну снимаем, провязываем до маркера. Платочной вязкой, то есть тоже лицевые петли. Тринадцать петель. Маркер снимаем. Из протяжки добавляем петлю для клина. И опять вяжем лицевыми петлями до маркера. Маркер пересняли. Дальше вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Значит, здесь в двух раппортах присутствует изнаночная петля. Вот она, здесь и здесь. А здесь ее уже не будет. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Вот здесь изнаночной нету. Маркер пересняли. Вяжем платочной вязкой до маркера и добавляем петлю для клина. И далее вяжем все петли лицевыми до конца. Мы закончили с вами третий ряд и вяжем изнаночный четвертый. Вяжем четвертый ряд, он у нас будет изнаночный. Вот здесь изнаночная сторона, а здесь лицевая. Петли до маркера провязываем лицевыми. Тринадцать петель. Число не меняется. Далее до следующего маркера вяжем тоже лицевыми петлями. Теперь у нас узор идет изнаночная, накид провязываем изнаночный, дальше изнаночная, изнаночная, изнаночная. Вот уже видна лицевая петля хорошо, ее лицевой провязываем. Далее изнаночными, маркер пересняли, вот лицевая петля, провязываем лицевой. И дальше опять изнаночными петлями. Все, рисунок мы закончили по изнаночной стороне. Далее вяжем все петли лицевыми до конца ряда.
Значит, 13 петель провязываем лицевыми до маркера. Маркер переснимаем. Добавляем третью уже по счету петлю для клина подъема стопы. Далее опять вяжем лицевыми до следующего маркера. Маркер переснимаем. Начинается у нас узор. Вяжем узор. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Далее опять 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Маркер пересняли. Далее вяжем все петли лицевыми. И здесь перед маркером тоже добавляем петлю для клина подъема стопы. И далее вяжем лицевыми до конца ряда. Вот у нас изнаночная сторона. Мы уже по ней вязали, знаем как. Лицевые, изнаночные. Значит, накиды тоже провязываем изнаночными петлями. Вот видна одна лицевая. И вот лицевая. Опять изнаночные. И далее лицевыми, то есть платочной вязкой. Далее вяжите самостоятельно этот ряд. 13 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Маркер сняли. Еще одну петлю добавляем. Петля клина. Опять далее вяжем лицевыми. Маркер переснимаем. И вяжем узор. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 1, 2, 3. Изнаночная. Маркер пересняли. Следующие вяжем петли. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 3 лицевых. 1, 2, 3. Изнаночная. Маркер пересняли. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 3 лицевых. 1, 2, 3.
Маркер пересняли. Далее вяжем лицевыми петлями до маркера. И перед маркером добавляем еще одну последнюю петлю. Это у нас 4-я петля, петля клина. И далее лицевыми петлями до конца ряда. Поворачиваемся и вяжем как обычно. Лицевые петли. Затем здесь у нас все идут изнаночные. Одна лицевая после маркера. Опять изнаночные. После маркера лицевая. Изнаночные. А далее все лицевые. Вяжем самостоятельно. 13 лицевых. То есть вяжем до маркера, у кого сколько при подсчете получилось. Маркер пересняли. Теперь вот эти петли клина нам надо убирать. Провязывайте их по-разному. 2 петли вместе. Можно за заднюю стенку, можно за переднюю. Вот убрали мы одну петлю. Дальше вяжем лицевыми. Маркер пересняли. Вяжем узор. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Вторая лицевая. Третья. 4. 4 лицевых. Изнаночная. Маркер пересняли. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. Маркер пересняли. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Лицевая. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Маркер переснимаем. И вяжем лицевыми петлями а 2 петли провязываем вместе, убавляем петлю клина подъема стопы. И далее опять лицевыми петлями до конца ряда. Итак, в общей сложности мы с вами провязали 11 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Из них первый ряд у нас был подготовительный, нулевой. То есть нам на узор потребовалось 10 рядов всего. И еще 10 рядов мы провяжем вот эти листики на убавление. Будем их закрывать, вот сюда сводить. Итого у нас будет 20 рядов. И один это 21. А нам нужно, мы с вами посчитали, 23 ряда. Видите, как мы точно с вами все рассчитали. 2 ряда мы оставим на высоту пальца.
Итак, вяжем следующий ряд. Опять 13 петель провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Что еще хочу сказать? Вот у нас по этому расчету получилось 23 петли в 10 сантиметрах. Мы из них исходили. И получилось 23 ряда в высоту. Если у кого-то будет больше петель, допустим, не 13 здесь при расчетах, вот здесь, а больше, то, естественно, вы можете и листики вязать больше. То есть вот этих вот отверстий у вас будет больше. И 2 петли провязываем вместе. Это мы убавили вторую петлю клина. Далее вяжем лицевыми. Поскольку мы теперь 2 петли будем провязывать вместе, то есть у нас лист пойдет на сужение, мы должны петлю прибавить. Вот здесь перед листочком будем добавлять 1 петлю. А эти 2 петли провяжем вместе с наклоном влево. Затем лицевая, 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 лицевая. Вот 2 последние лицевые петли остались. Мы их провяжем с наклоном вправо. Значит, мы здесь убавили, значит, здесь должны 1 петлю прибавить. Мы ее прибавляем из протяжки, но провязываем изнаночной петлей. Потом у нас по рисунку идет изнаночная. Здесь мы опять 2 петли провяжем вместе. Значит, нам здесь 1 нужно добавить. То есть между листьями у нас будут изнаночные петли. Значит, дальше мы провязываем 2 лицевой вместе с наклоном влево. Опять лицевые. А эти 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. После листика добавляем изнаночную петлю. Затем по рисунку у нас опять идет изнаночная. Маркер пересняли. Перед листиком еще 1 изнаночную добавляем из протяжки. Две провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Опять лицевые. Две лицевые с наклоном вправо. И вот здесь у нас идет платочная вязка. Значит, здесь после 3-го листика мы добавляем из протяжки, но лицевой петлей. Дальше вяжем лицевыми.
И 2 петли провязываем вместе. И это у нас убавление петли клина. И далее 13 петель лицевыми до конца ряда.